Раз в 4 года на рынок криптовалют приходит богатый дядя, которых часто называют манипуляторами, и начинает скупать всю криптовалюту по любой цене, чтобы каждый засаженный в минусах в никому неизвестной криптовалюте бедолага заработал огромные деньги. Именно такое представление об альтсезоне господствует у популярных криптоблогеров. Разумеется, это полный бред. Альтсезон происходит по другим причинам. И сегодня мы эти причины с вами обсудим. Популярные криптоблогеры агрессивно утверждают, что существует некая временная цикличность крипторынка, по которой альтсезон гарантированно происходит раз в 4 года. И всегда через год после халвинга биткоина. Они говорят, что раз альтсезон был в 2013, 2017 и 2021 годах, то и в 2025 году он тоже неизбежно должен произойти. Ну а в 2024 году они ожидали альтсезон в 2024 году. Тем временем доминация биткоина только обновляет максимумы. Давайте начнем с того, что в 2013 году в принципе не было альтсезона. Вообще. Биткоин рос быстрее, чем альткоины, и любой желающий может в этом убедиться, сравнив графики биткоина и лайткоина в 2013 году. Для удобства я вывел их на экран. В 2013 году лайткоин вырос с 25 центов до 55 долларов, а биткоин с $1 до практически 1200 долларов. А вот в 2017 и в 2021 годах уже действительно были альтсезоны, но тот факт, что их разделяет 4 года, это случайность. Просто совпадение. И сейчас я это докажу. В 2017 году альтсезон начался через 235 дней после халвинга. После этого альтсезон длился 310 дней. В 2021 году альтсезон начался через 237 дней после халвинга и продлился 309 дней, когда был достигнут пик капитализации альткоинов. Пока звучит отлично. Да даже не отлично, а идеально, поскольку циклы абсолютно идентичны. Вот только 235 дней от халвинга 2024 года – это 10 декабря 2024 года. А альтсезон по этой модели должен завершиться 18 октября 2025 года. Проблема только в том, что альтсезон не сможет завершиться, так как он и не начинался. Как вы видите, уже не складывается. Ожидать, что альтсезон произойдет за оставшиеся 120 дней, не стоит. Это абсолютно невозможно. Иными словами, двух альтсезонов мало для того, чтобы сделать вывод о том, что третий альтсезон тоже произойдет через 4 года. Как вы видите сами, никаких признаков альтсезона в июне 2025 года нет. Альтсезон уже нарушил планы многих популярных блогеров. Поскольку я наблюдал первый альтсезон, то есть альтсезон 2017 года с самого начала, то я могу детально воспроизвести всю его историю. После изнурительного медвежьего рынка, во время которого биткоин обвалился на 90% с максимумов 2013 года, в 2016 году биткоин наконец начал демонстрировать стабильный и заметный рост. За тот год он вырос примерно в 7 раз и почти достиг отметки в 1000 долларов. Для большинства инвесторов в криптовалюту тех лет 1000 долларов за биткоин – это уже много. Поэтому они начали искать альтернативу и нашли ее в эфире, XRP, Лиске и других альткоинах того времени. Но почему рост начался именно в начале 2017 года? А вот здесь и кроется главная причина всех альтсезонов. В 2008 году, в разгар мирового финансового кризиса, ФРС впервые в истории снизила ключевую ставку до нуля с целью стимулирования экономики США. Разумеется, эти деньги попали и на финансовые рынки, которые с марта 2009 года очень стремительно росли. Нулевая ставка ФРС держалась почти 7 лет, но в марте 2017 года ФРС повысила ставку до 1%. Это еще низкое значение, особенно если учесть, что в начале 2017 года ФРС не пугала инвесторов повышением ставки сильно выше, как это было в 2022 году. Но опытные инвесторы уже понимали, что это лишь начало цикла повышения ставки ФРС. И они решили максимизировать свою прибыль. Инвесторы искали активы, которые могут дать прибыль в условиях старта нового цикла ужесточения ставки ФРС. И тут в новостях они начали читать про какую-то криптовалюту под названием биткоин, которая вернулась к своему историческому максимуму. Они заинтересовались и вместе с биткоином открыли для себя и другие криптовалюты. Так и начался первый альтсезон. Ликвидности, то есть доступных денег, было еще много, но было понятно, что это скоро завершится. И инвесторы решили напоследок использовать новый для себя тип инвестиционного инструмента. Если вы откроете график любого живого альткоина того времени, то увидите, что бурный рост начался именно в марте 2017 года. Для удобства я вывел на экран график лайткоина. Вы спросите, но почему же альтсезон завершился в декабре 2017 года? Потому что, друзья, 13 декабря 2017 года состоялось заседание ФРС, на котором глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что ФРС планирует повысить ставку еще 6 раз в 2018 и 2019 годах. То есть ФРС хотела повысить ставку выше 4%. Причина та же, что и в 2022 году – борьба с инфляцией. Это заявление ФРС отправило на коррекцию все финансовые рынки. Не сразу, но крипта традиционно отправилась на коррекцию первой, практически сразу после этого заседания ФРС.
А поскольку из-за повышения ставки ФРС ликвидности, то есть денег, становилось меньше, после декабрьского заседания ФРС периодический рост показывал по сути только биткоин, который в 2019 году вырос с $3000 до почти $14000. В марте 2020 года из-за пандемии ФРС снова была вынуждена снизить ставку до нуля. Сначала это привело к обвалу всех рынков. Собственно, в 2008 году было то же самое. Рынки развернулись не сразу после снижения ставки ФРС. Но в 2008 году не было криптовалюты, поэтому криптоны столкнулись с этим впервые. К слову, лично я тогда откупал рынок на все, что у меня было. А было у меня немного, ведь тогда мне было 24 года. После обвала мировые финансовые рынки начали стабильно расти, и биткоин с альткоинами не стали исключением. Важно отметить, что здесь сыграл роль и Дональд Трамп, который объявил беспрецедентные меры по поддержке граждан США, те самые вертолетные деньги, которые сыграли не последнюю роль в альсезоне 2021 года. Однако во второй половине 2021 года экономика США столкнулась с самыми высокими темпами инфляции за 50 лет. ФРС очень долго тянула с повышением ставки, но в декабре 2021 года стало ясно, что ФРС очень скоро начнет проводить жесткую денежную политику, поскольку у нее нет выбора. И все финансовые рынки отправились на коррекцию. А криптовалюта снова сделала это на месяц раньше фондового рынка США. Самое забавное здесь то, что формально, если смотреть на график доминации биткоина, альтсезон продолжался весь 2022 год. Однако те инвесторы, которые помнят конец 2022 года, вряд ли согласны с тем, что тогда был альтсезон, поскольку тогда даже Solana стоила меньше $20. Поэтому этот график, честно говоря, практически бесполезен. Таким образом, есть прямая связь между политикой ФРС и стоимостью альткоинов, и ожидать альтсезона в период ставки ФРС близкой к максимуму 21 века точно не стоит. В то же время, экономика США сейчас, в 2025 году, сталкивается с рядом проблем, о которых я говорил в первом ролике на канале. И резкое снижение ставки ФРС уже не за горами. Ключевое слово резкое, то есть следующий альтсезон вполне может начаться в 2026 году. И скорее всего, так и будет. Если согласен, то ставь лайк, чтобы YouTube понял, что этот ролик полезен зрителям. Ну а мы продолжаем. Вообще ФРС не единственный источник денег для финансовых рынков. Банк Китая, Европейский центральный банк, Банк Японии, эти центральные банки 4 крупнейших экономик мира тоже оказывают влияние на стоимость криптовалют. Однако тут важно учитывать статус криптовалют в этих регионах и нынешнюю политику местных ЦБ. Банк Японии, например, сейчас проводит политику повышения ставки, но в 2016 году Банк Японии снизил ключевую ставку до отрицательной, и это совершенно точно сыграло свою роль в росте биткоина. Не забывайте, что первая крупная криптобиржа, MTGOX, располагалась именно в Японии. Совпадение? Не думаю. Банк Китая сейчас снижает ставку, но не сказать, чтобы стремительно. Он снизил ее с 4% в 2019 году до 3% сейчас. Однако криптовалюта там запрещена. Да, крипта разрешена в Гонконге, но вы можете сами посмотреть объемы торгов там. Они слишком низкие. Сами китайцы к ним доступа не имеют. ЕЦБ также сейчас снижает ставку. В июне Европейский центральный банк снизит ставку до 2%. Но экономика Европы балансирует на грани рецессии. Им бы разобраться с реальными проблемами своих экономик, а не направлять ликвидность в криптовалюту. Впрочем, европейская экономика стабильно слаба с 2008 года. В итоге из реальных источников денег для крипторынка остаются только ФРС, Банк Японии и центральные банки более мелких экономик, которые сами по себе не могут оказать большого влияния на стоимость криптовалют. Это все понятно, но почему же тогда растет биткоин, спросите вы? Отвечаю, биткоин растет ровно по той же самой причине, почему растет S&P 500 и NASDAQ. Вы думаете, американские акции хорошо росли в последние годы? Нет. Перед вами график американского фондового индекса Russell 2000, который включает в себя около 60% всех американских акций, но не включает в себя акции компаний из S&P 500, то есть самые дорогие компании США. Как вы видите, Russell 2000 сейчас ниже, чем в 2021 году. Да, он не улетел на 80% вниз, как какой-нибудь атом, но и о росте говорить не приходится. Тем временем и S&P 500, и NASDAQ в начале 2025 года обновили максимумы. Знаете почему? Потому что эти индексы тащили вверх всего 7 компаний: Tesla, Amazon, Apple, Microsoft, Google и Nvidia. Еще в середине декабря 2024 года я писал в своем телеграм-канале, кстати, переходи по ссылке в описании, что эти 7 компаний составляют 34% индекса S&P 500 и целых 45% индекса NASDAQ 100. То есть эти индексы росли практически исключительно благодаря этим компаниям. Без них они бы точно так же, как и Russell 2000, болтались в боковике. Вернемся к биткоину. После появления ETF биткоин стал аналогом акций Apple для всех инвесторов мира, которые получили легкий доступ к инвестированию в биткоин. Биткоин получил доступ к ликвидности, то есть деньгам этих инвесторов. А поскольку ликвидность сейчас ограничена, то биткоин фактически забрал ее у других криптовалют.
Логично спросить, почему же тогда не растет эфир? Ведь на него тоже есть ETF. Проблема в том, что эфир просто не интересен крупному капиталу в той же мере, в какой ему интересен биткоин. В 2021 году эфир рос на ожидании перехода на алгоритм Proof of Stake. После перехода и релиза так называемого эфира 2.0, эфириум больше не имеет таких драйверов роста. Более того, после 2021 года у эфира наконец появились долгоживущие конкуренты. Для примера можно взять ту же самую Solana. Да и в целом, у эфира сейчас полно проблем. Если вам интересен отдельный разбор эфира, то дайте знать, поскольку все озвученное – это лишь верхушка айсберга. Но главное, что я сейчас хочу сказать по поводу эфира, что он все-таки покажет хороший рост в период альтсезона. Но то, насколько это будет хороший рост, зависит от команды разработчиков эфира. Так когда же начнется альтсезон? Как я уже говорил ранее, альтсезон может начаться в 2026 году. Но перед этим финансовые рынки должны пережить потрясение. Только после этого ФРС радикально снизит ставку, потому что стандартное снижение ставки на 0,25% ничего рынку не дадут. Экономика США сейчас находится в плохой форме, поэтому резкое снижение ставки ФРС может произойти уже в 2025 году. Но на эту тему смотрите мой первый ролик на канале и переходите в мой телеграм-канал. И там я детально разбираю состояние первой экономики мира. Присоединяйся, чтобы быть в курсе. Важно дополнить, что значение имеет не только факт снижения ставки ФРС, но и ожидание рынка по поводу ставки ФРС. И сейчас рынок не ожидает сильного снижения ставки ФРС ни в 2025 году, ни в 2026 году. Поэтому резкое снижение ставки ФРС может оказаться для рынка сюрпризом. Но мы с вами к этому уже готовы. Так какие же альткоины дадут огромную прибыль в альтсезон? На самом деле это тема отдельного ролика, даже нескольких. Потому что я хочу снять ролик и о том, какие популярные альткоины точно не дадут большие иксы. Ставьте лайки, друзья, и подписывайтесь на канал, чтобы я понял, что вам интересно. Разберу все максимально подробно. Самое главное, что вы должны запомнить из этого ролика, альтсезон – это не магия и не нумерология. Альтсезон – это следствие наличия доступных денег в системе. А деньги приходят вместе с понижением ключевых ставок центральных банков крупнейших экономик. Удачи на финансовых рынках!